Профессиональная лига силового экстрима при поддержке Федерации силового экстрима России и телеканал «Спорт» представляют серию передач «Самый сильный человек». Мы с вами в Южной Корее, в гостеприимном городе Гумсан, где состоялся чемпионат мира по силовому экстриму. 24 атлета из разных стран приехали сюда, чтобы бороться за звание самого сильного человека в мире. В прошлых программах мы вам рассказывали о том, как проходил квалификационный отбор, и теперь мы с вами подошли к апогею турнирной борьбы, финалу. 6 дисциплин ожидают атлетов, в ходе которых определится победитель и обладатель звания «Самый сильный человек в мире». Сейчас я представлю вам атлетов, которые прошли квалификацию и теперь продолжат борьбу в финале. Дерек Паундстоун из Соединенных Штатов Америки. Его соотечественник Ван Хатфилд. Еще один американский атлет Том Маклур. Голландец Ярно Хармс. Эрвин Катона из Сербии. Бронзовый призер прошлого чемпионата мира украинец Василь Веростюк. Действующий чемпион мира Жидрунас Савицкас из Литвы. Еще один литовский атлет Видас Бликайтис. Их соотечественник Саулюс Брусокас. Эстонский атлет Андрюш Муромец. Польский силач Роберт Щепанский. И серебряный призер прошлого чемпионата мира русский богатырь Михаил Кокляев. Первое упражнение чемпионата мира – буксировка автобуса. Организаторам пришлось отменить из-за дождя, и атлеты, не успевшие выступить в буксировке, теперь будут открывать упражнение «Колодец». Вес колодца 300 килограммов, и принести его нужно на максимальное расстояние. По сигналу рефери состязаний Дагласа Эдмунсона атлеты начали движение по дистанции. Михаил Кокляев опережает Саулюса Брусокаса, который не справляется с таким огромным весом и останавливается на 30 метрах 42 сантиметрах. Михаил Кокляев останавливается на первом развороте, и результат нашего атлета 25,5 метров. Давайте посмотрим на повторе ключевые моменты выступления этой пары атлетов. Колодец, с которым атлеты проходят это испытание, достаточно широкий, и это осложняет разворот на дистанции. Не успел приноровиться к снаряду Михаил Кокляев, что и сказалось на его результате. Действующий чемпион мира Жидрунас Савицкас вышел на старт. В паре с ним будет выступать американский атлет Том Маклур. Повторюсь, по 300 килограммов в руках у атлетов. Том Маклур прямо со старта попробовал оторваться от своего соперника. Пришло время сложного разворота. Савицкас останавливается на 25 метрах 25 сантиметров. А результат Маклура 28 метров 54 сантиметра. Подобная конструкция колодца впервые используется на чемпионате мира, и Тому Маклуру пока единственному удалось сделать разворот на дистанции. Ведущий турнира Магнус Вер Магнуссон спрашивает Жидрунаса Савицкаса о том, каковы его впечатления от старта. А что Жидрунас отвечает, что не считает свой старт удачным, да и упражнение это нельзя назвать его любимым. В других дисциплинах чемпионата мира Жидрунас надеется показать высокий класс выступлений. А пока он хочет посмотреть, как справятся с этим заданием его соперники. Следующим готовится к старту литовский атлет Видас Бликайтис. Его соперником будет поляк Роберт Щепанский.
У этой пары есть определенные преимущества, потому что они видели выступления предыдущих спортсменов и сделали выводы из их ошибок. Основная сложность была связана с разворотом. И я вижу, что Щепанский начинает движение по дуге с тем, чтобы, не снижая темпа, пройти разворот на дистанции. Блекайтис делает то же самое. Оба миновали критическую точку, и теперь Блекайтис вырывается вперед. Но не справляется с задачей, и его результат 36 метров 54 сантиметра. Щепанский прерывает выступление на 40 метрах 80 сантиметров. На повторе видно, что, бросив конструкцию, Блекайтис считал себя победителем в этом упражнении. Но Роберт Щепанский смог пройти на 4 метра дальше своего соперника. Ведущий Магнус Верр Магнуссон спрашивает Видаса Блекайтиса, почему он поторопился праздновать победу над польским атлетом. На что Видас отвечает, что сам он выступал очень неплохо, но ему вовсе не обидно проиграть такому достойному сопернику, как Роберт Щепанский. Ведущий спрашивает Роберта, как он считает, хватит ли его результата для выигрыша в финале. На что Щепанский отвечает, что Блекайтис мог бы его победить, если бы стартовал в следующей паре, потому что в этом упражнении важно знать результаты соперников. К проходу с 300-килограммовым колодцем готовится Эрвин Катона, его соперником будет Ван Хатфилд. Доктор Даглас Эдмундсон дал старт. Оба атлета идут почти вровень до середины дистанции. Чуть вперед вырывается Ван Хатфилд, но его небольшое преимущество сходит на нет при развороте. Эрвин Катона, совершив разворот первым, пытается увеличить преимущество, но сложный маневр исчерпал его силы. Результат Катоны 32 метра 53 сантиметра. Всего на 20 сантиметров отстал от него Ван Хатфилд. На повторе видно, как конструкция занесла в сторону Эрвина Катону, а Ван Хатфилду не хватило всего 20 сантиметров, чтобы догнать соперника. Выполнять упражнение готовятся Ярн Хармс и Андрюш Муромец. От Андрюша Муромца мы вправе ожидать сейчас хорошего результата, ведь ему принадлежит мировой рекорд в этой дисциплине. Ярн Хармс бросил конструкцию, пройдя с ней всего лишь 12 метров 65 сантиметров. Андрюш Муромец предельно сосредоточен и в ровном темпе проходит первую половину пути. Очень спокойно выполняет Муромец разворот, и тут его немного заносит в сторону. На середине пути Андрюс смог выровнять колодец и уверенно движется к линии старта. Муромец остановился, пройдя 49 метров 90 сантиметров. И это пока лучший результат чемпионата. Не помогло голландцу Ярну Хармсу знание результатов, показанных соперниками. Зато эстонский атлет, сочетая силу и знания, выступил достойно и теперь возглавляет турнирную таблицу. Ведущий говорит, что ему приятно видеть улыбку на лице Андрюса Муромца после такого сложного выступления. На что Муромец отвечает, что очень надеется на победу в этом упражнении, так как обладает, возможно, самым сильным хватом в мире. Выполнять упражнение «Колодец» выходит Василий Веростюк. Его соперником будет американец Дерек Паунстоун.
Эта последняя дуэль должна расставить все точки над «и». Оба атлета обладают хорошей силой хвата и вполне могут оспорить результат, который только что показал Андрюс Муромец. Дерек Паунстоун прямо со старта сделал мощный рывок и вырвался вперед. Но он, видимо, забыл, что это упражнение выполняется не на скорость, а на дальность. И к концу первого отрезка пути Веростюк нагоняет своего соперника. А разворот оба атлета выполняют почти синхронно. Веростюк делает это с широким замахом. Ему не приходится тратить времени и сил на выравнивание конструкции. Теперь уже он лидирует, причем с большим отрывом. Василий единственный, кто сумел выполнить второй разворот и становится лидером этого упражнения. Его результат 52 метра 63 сантиметра. Последние шаги делает американец, и его результат 48 метров 84 сантиметра. А вот этот разворот принес победу Василию Веростюку в этой дисциплине. В первом упражнении чемпионата мира главной сложностью для атлетов стала конструкция колодца. По результатам первой дисциплины впереди Василий Веростюк, второе и третье место у Андрюса Муромца и Дерека Паунстона. На четвертом месте Роберт Щепанский, а на пятом Видас Бликайтис. Выполнять следующее упражнение первыми будут Саулюс Брусокас и Ярна Хармс. «410 килограммов весит каждое коромысло, и атлетам нужно как можно быстрее пройти с ним по дистанции в 30 метров. Саулюс Брусокас финиширует первым. Его результат 14,97 секунды. Чуть более 3 секунд уступил литовскому силачу голландец Ярна Хармс. Давайте посмотрим еще раз победный финиш Саулюса Брусокаса. А вот Ярна Хармсу это упражнение далось значительно тяжелее. На старте мы уже видим Михаила Кокляева. Соперником его будет Žydrūnas Savickas. Мне непривычно видеть в аутсайдерах Кокляева и Савицкаса, но спорт есть спорт, и тут свое лидерство каждый раз приходится подтверждать в бою. Савицкас идет на полкорпуса впереди и продолжает ускоряться. Литовский атлет уложил свое выступление в 14,56 секунды. На 4 секунды отстал от него Михаил Кокляев из-за небольшой остановки на дистанции. Тяжело складывается для двух сильнейших людей мира Михаила Кокляева и Žydrūnasa Savicкаса этот чемпионат мира. Но боевые качества этих атлетов мы хорошо знаем, так что расслабляться соперникам я не советую. Ведущий турнира Магнус Сверр Магнуссон спрашивает Žydrūnasa Savicкаса о том, что он думает по поводу своей победы в этом упражнении. Ведь впереди еще выступления Видаса Бликайтиса и Василия Веростюка, у которых тоже неплохие результаты в этой дисциплине. На что Savicкас отвечает, что ему всегда очень сложно, когда он выступает в начале упражнения, потому что ему приходится выкладываться на полную силу и показывать лучший результат. А потом ему остается ждать, что покажут его соперники. Но в любом случае он очень надеется на выигрыш в этом упражнении. Исходную позицию для прогулки с коромыслом занимает американец Том Макклур. Его соперником будет Ван Хатфилд.
Для Ван Хатфилда это не первый финал чемпионата мира, а вот Том Маклур новичок в столь ответственных соревнованиях. Почти на самом финише Ван Хатфилд притормозил и потерял какое-то время. Его результат 20,6 секунды. Именно на эти 6 сотых Том Маклур опередил своего соперника. На повторе видно, что, донеся коромысло до финиша, Ван Хатфилд не занес его за финишную черту. И естественно, что Маклур воспользовался такой оплошностью. Ведущий говорит Ван Хатфилду, что по ходу выступления тот очень уверенно шел по дистанции и непонятно, что именно помешало ему на финише. Атлет отвечает, что был абсолютно уверен, что все делает технически правильно. И в принципе он прошел дистанцию с хорошим временем. На старте мы уже видим Эрвина Каттона. Его соперником будет Видас Бликайтис. Бликайтис буквально бежит по дистанции, не оставляя сопернику никаких шансов на победу. 11,34 секунды заняла пробежка, и повторить результат литовского силача, по-моему, невозможно. Эрвин Каттона, шатаясь под чудовищным грузом, не сдается и завершает выступление на 21 секунде. Со сверхчеловеческой скоростью пронес 410 килограммов Видас Бликайтис. Отдадим должное мужеству, с каким держался Эрвин Каттона. Ведущий поздравляет Видаса Бликайтиса с великолепным выступлением. На что литовский атлет говорит, что эта дисциплина у него коронная, и для него дело чести показывать в коромысле наилучшие результаты. Продолжать упражнение готовится Роберт Щепанский. В паре с ним стартует Дерек Паунстоун. Дерек Паунстоун стартует чуть быстрее Роберта Щепанского, но немножко подволакивает коромысло по дистанции, что должно было вызвать реакцию у судей. И все же атлет продолжает выступление. А разница в доли секунды принесла американцу победу над польским соперником. Ровно прошел дистанцию Щепанский, а Дереку Паунстоуну при желании можно было бы назначить штрафные очки за волочение снаряда по покрытию. У американского судьи такого желания не возникло. Завершать прогулку с коромыслом готовятся Василь Веростюк и Андрюш Муромец. По результатам предыдущего упражнения, это сильнейшая пара. Настрой тут может быть только на победу. И посмотрите, происходит чудо. Василий Веростюк повторяет результат Видаса Бликайтиса. Те же 11,34 секунды. Андрюш Муромец уступил обоим почти 6 секунд. Василий Веростюк, повторив результат Видаса Бликайтиса, разделил с ним лидерство в этом упражнении. Андрюш Муромец повторил ошибку Ван Хатфилда, не сразу занеся коромысло за финишную черту. Ведущий Магнус Магнуссон спрашивает Василия Веростюка, что он может сказать о совпадении двух лучших результатов в этом упражнении. Я понял. Я так же, как в первом упражнении, не думал, потому что Бликайтис, он вообще рекордсмен мира в этом упражнении, и потому я думал просто пробежать хороший результат, но
показал одинаковый результат с Видосом. Это хорошо. Василий Веростюк, повторив результат Видоса Блекатиса, разделил с ним лидерство в этом упражнении. Второе место у Дерека Паунстона, третье у Жедрунаса Савицкаса. После двух упражнений впереди Василий Веростюк, за ним следует Андруш Муромец и Дерек Паунстоун. А сейчас давайте сделаем небольшую паузу и совершим прогулку по многоликой Южной Корее вблизи тех мест, где проходят соревнования. Мы вернулись на турнир, где выполнять следующее упражнение готовятся Ван Хатфилд и Эрвин Каттона. Правила здесь таковы. Через планку высотой в 1 метр 55 сантиметров нужно перебросить максимальное количество раз камень весом 170 килограммов. Оба спортсмена открывают это упражнение. Во время чемпионата Европы на Украине Эрвин Каттона сумел 3 раза перебросить 200-килограммовый камень через планку высотой в 1,25 сантиметров. В данном случае планка на 30 сантиметров повыше и не хватает роста у сербского атлета, чтобы справиться с задачей. А Ван Хатфилду высота планки не помеха, он уже сумел выполнить один бросок и готовится ко второму. Ван Хатфилд увеличивает свое преимущество над соперником, а у Эрвина Каттоны все усилия напрасны. Со счетом 3-0 Ван Хатфилд лидирует в этой паре. Эрвину Каттоне удается перебросить камень через планку. Но время, отведенное на упражнение, уже почти на исходе, и Каттоне вряд ли удастся улучшить свой результат. А тем временем Ван Хатфилд увеличивает разрыв в счете 4-1 в пользу американского атлета. Лимит времени исчерпан, и оба атлета прекращают борьбу. На повторе мы с вами видим многострадальный и единственный удачный бросок Эрвина Каттоны. А у Ван Хатфилда это уже 4-й засчитанный повтор. Следующим перебрасывать камень готовятся Михаил Кокляев и Том Макклур. В итоговой таблице чемпионата мира после двух упражнений сразу 4 атлета делят между собой 7-е место. Это Михаил Кокляев, Том Макклур, Ван Хатфилд и Эрвин Каттона. Впереди еще 4 упражнения, и я уверен, что Михаил Кокляев будет бороться до конца за победу на чемпионате мира. Кокляев
хорошо умеет закладывать камни атласа в классическом варианте. Но и такой вид упражнения не вызывает у него особых затруднений, и на его счету уже 2 повтора. Том Маклур старается не отставать от соперника. На опережение сработал только что Михаил Кокляев. Американский атлет, тем не менее, сравнивает счет. Четыре повтора уже в копилке Михаила. Счет становится 4-4. Вновь впереди Кокляев и счет 5-4. Уже не те силы у Маклура, но его неудачная попытка привела планку, через которую атлеты перебрасывают камни в колебания, и это помешало Кокляеву выполнить 6-й повтор. Атлеты приступают к завершающей попытке. Маклур не справился с камнем, а Кокляев на последних секундах выполняет 6-й повтор и становится лидером в этом упражнении. Очень красиво выступил сейчас Михаил Кокляев, выполнив 6 повторов. Он показал лучший результат в этой дисциплине и продвинулся еще на несколько ступеней выше к призовой тройке. А на старт уже вышел эстонский атлет Андрюш Муромец и голландец Ярно Хармс. Андрюш Муромец делит сейчас вместе с Робертом Щепанским 3-ю и 4-ю позицию в турнирной таблице. Для того, чтобы ему удержаться в тройке сильнейших, ему нужно стремиться к результату, показанному только что Михаилом Кокляевым в этом упражнении. По одному повтору выполнили атлеты. Не получается у Андреша Муромца быстро переходить от одной попытки к другой, но тем не менее уже 2-й повтор на его счету. А вот Ярно Хармс явно все силы вложил в свою 1-ю попытку, потому что после этого ему никак не удается увеличить счет. 3-й повтор выполняет Андрюш Муромец. Пока лучший результат в этом упражнении у Михаила Кокляева – 6 повторов. 2-й результат у 2 американских атлетов. И если Андрюш сможет еще один раз перебросить камень, он повторит результат Ван Хатфилда и Тома Маклура. Лимит времени исчерпан, и при счете 3-1 в пользу Андрюша Муромца атлеты покидают площадку. На повторе мы видим единственный бросок Ярно Хармса. А вот Андрюш Муромец был более удачлив своего соперника. На его счету 3 повторения. На вопрос ведущего, как можно объяснить такое слабое выступление в этом упражнении, Ярно Хармс отвечает, что и сам этим удивлен, но, видимо, для него такая нагрузка слишком тяжелая. Тогда ведущий спрашивает Муромца, что он думает о своем выступлении. Эстонский атлет отвечает, что еще не пришел в себя после квалификации, и ему пока не удается показать себя в лучшей форме, но тем не менее он считает, что показал неплохой результат. Выполнять упражнение готовится Роберт Щепанский. Его соперником будет Саулюс Брусокас. На 3-й позиции в турнирной таблице находится сейчас Роберт Щепанский. За свою спортивную карьеру ему уже не раз доводилось выходить в финал чемпионата мира.
Но еще никогда этот польский атлет не занимал призовых мест. Вперед вырывается Саулюс Брусокас. Роберт Щепанский тут же сравнивает счет. Литовский атлет вновь впереди. Щепанский выполняет повторы более спокойно, и счет становится 2-2. Еще раз перебросил 170 килограммов через планку Саулюс Брусокас. Не дает ему уйти в отрыв Роберт Щепанский. 3-3. Четвертый повтор на счету Щепанского, и у него еще и есть в запасе полминуты, чтобы попробовать достигнуть результата Кокляева. Не сдается Саулюс Брусокас и вновь, нанеся клей на руки, берется за камень. А Роберт Щепанский уже сделал 5 повторов. Польский атлет решается на очередную попытку, но время выступления уже закончилось, и результат этой пары 5-3 в пользу Щепанского. На повторе мы видим, как старался Саулюс Брусокас обыграть своего соперника, но Щепанский был более техничен, и это принесло победу в этой паре именно ему. Вопрос ведущего, много это или мало. 3 повтора. Саулюс Брусокас отвечает, что, конечно, это не результат. А на старте мы с вами уже видим Дерека Паунстона и Жедрунаса Савицкаса. Дерек Паунстоун после 2 упражнений находится сейчас на 2-м месте в турнирной таблице, а Жедрунас Савицкас, набрав 12 баллов, занимает среди финалистов лишь 6-е место. Мы видим первый повтор американского атлета. Пособраннее надо действовать Жедрунасу. Теперь уже ошибается Дерек Паунстоун. Стараниями Савицкаса счет становится 1-1. Его соперник выходит вперед, счет 2-1 в пользу Паунстона. Савицкас выравнивает счет 2-2. Вот уже 3-й повтор на счету Паунстона. Тут же догнал его литовский силач. 3-3. Чуть меньше 20 секунд остается у атлетов, чтобы улучшить свои результаты. За 3 секунды до свистка арбитра Паунстоун выполняет 4-й повтор, и теперь счет 4-3 в пользу Дерека. Оба атлета явно были настроены на серьезную борьбу и явно недовольны показанным результатом. Ведущий Магнус Верр Магнуссон спрашивает Дерека Паунстона, сколько раз шар выскальзывал у него из рук. На что Паунстоун отвечает, что шар выпадал из рук очень часто, и он сам не знает, с чем это связано. Видимо, ему помешала высота планки. Чтобы до нее дотянуться, ему приходилось тратить очень много сил. На вопрос, доволен ли он своим выступлением, американский атлет отвечает, что, конечно же, нет. Он рассчитывал на 6, 7, 8 повторов, но никак не на 4. Теперь ему придется отыгрываться в следующих упражнениях.
Магнусвар Магнуссон спрашивает Жидрунаса Савицкаса, разочарован ли он своим выступлением. Жидрунас говорит, что показал очень плохой результат. На вопрос, не слишком ли ему было тяжело, литовский атлет отвечает, что упражнение это хорошее, но сегодня, видимо, был не его день. Завершать упражнение готовятся Видас Бликайтис и Василий Веростюк. Оба атлета разделили первое место в предыдущем упражнении. К тому же Василий Веростюк лидирует сейчас в общем зачете. Валятся камни из рук у атлетов. Вот, наконец, атлеты собрались и выполнили по первому повтору. Не теряя времени, Веростюк выполняет второй повтор. Счет становится 2-1. А Видасу Бликайтису при всей его мощи явно не хватает роста, чтобы дотянуться до планки. Тем не менее, счет становится 3-2 в пользу Василия Веростюка. Четвертый повтор на счету Василия Веростюка, и счет становится 4-2 в его пользу. Видас Бликайтис решил еще раз испытать судьбу. Идут последние секунды выступления. Каменный шар перевалился через планку за мгновение до свистка арбитра, и при счете 5-2 в пользу Веростюка последняя пара финалистов покидает площадку. Не хватило Бликайтису роста для успеха в этом упражнении. А Василий Веростюк повторил результат Роберта Щепанского в этой дисциплине, уступив лишь Михаилу Кокляеву. По результатам упражнения победил Михаил Кокляев. Роберт Щепанский и Василий Веростюк делят второе место. Две группы атлетов поделили третье и четвертое место. После трех упражнений впереди Василий Веростюк, за ним следует Дерек Паунстоун, Роберт Щепанский и Видас Бликайтис. Россиянин Михаил Кокляев поднялся на шестое место. Вот и завершились первые три упражнения финала чемпионата мира по силовому экстриму. Впереди осталось еще три испытания: дедлифт, подъем Аполлон Акселя на максимальный вес и эстафета. Кто же завоюет звание чемпиона мира? Кто будет носить титул самого сильного человека? Об этом вы узнаете в следующей нашей программе. Канал «Спорт» представляют серию передач «Самый сильный человек». Вот и наступил главный день чемпионата мира, который проходил в южнокорейском городе Гумсан. Сегодня должен завершиться финал чемпионата мира по силовому экстриму. В прошлой программе мы вам показали, как сложилась турнирная борьба в первых трех дисциплинах финала. Впереди атлетов ждут еще три испытания: дедлифт, подъем Аполлон Акселя на максимальный вес и эстафета. Кто же завоюет звание чемпиона мира? Кто будет носить титул самого сильного человека? Об этом вы узнаете сегодня в нашей программе. Сейчас я представлю вам всех финалистов. Дерек Паунстоун из Соединенных Штатов Америки. Его соотечественник Ван Хатфилд. Еще один американский атлет Том Маклур. Голландец Ярна Хармс. Эрвин Катона из Сербии. Бронзовый призер прошлого чемпионата украинец Василий Веростюк. Действующий чемпион мира Жидрунас Савицкас из Литвы. Еще один литовский атлет Видас Бликайтис. Их
их соотечественник Саулюс Брусокас. Эстонский атлет Андрюш Муромец. Польский силач Роберт Щепанский. И серебряный призер прошлого чемпионата наш богатырь Михаил Кокляев. После 3 финальных упражнений впереди Василий Веростюк. За ним следует Дерек Паунстоун, Роберт Щепанский и Видас Бликайтис. Михаил Кокляев пока на 6-м месте в турнирной таблице. Выполнять 4-е упражнение финала, подъем Аполлона Акселя на максимальный вес, готовится Роберт Щепанский. Мы с вами уже видели разные варианты упражнения с Аполлон Акселем. В данном случае снаряд поднимается на максимальный вес, и у каждого атлета есть 3 попытки, чтобы показать наилучший результат. Время нашей программы ограничено, и поэтому вам покажем только 3-ю попытку спортсмена. Роберт Щепанский заказал себе на 3-й подход вес снаряда в 170 килограммов. В прошлой своей попытке он поднял 150-килограммовый Аполлон Аксель. Не получилось у Щепанского поднять 170 килограммов, и он разочарованный покидает площадку. Выполнять упражнение готовится Видас Бликайтис. Как и Щепанский, Видас Бликайтис заказал для своей 3-й попытки вес 170 килограммов. В зачете у него уже есть подъем 165-килограммового Аполлона Акселя. Разными хватами пытается приноровиться к снаряду Видас Бликайтис, но это ему не помогает, и все его старания удержать снаряд на уровне груди пока напрасны. Не получилось у Бликайтиса одолеть 170-килограммовый Аполлон Аксель, и он заканчивает упражнение с результатом 165 килограммов. А на площадку уже выходит атлет из Соединенных Штатов Америки Ван Хатфилд. Вместе с Томом Маклуром Ван Хатфилд делит 8-е и 9-е место в турнирной таблице. В своей прошлой попытке он поднял 165 килограммов и теперь хочет закрепить свой успех, подняв снаряд весом 170 килограммов. На турнире Арнольд Классик упражнение Аполлон Аксель выполняется со снарядами весом в 166 килограммов, только там подъемы делаются на количество раз. И лучший результат в этой дисциплине принадлежит Жедрунасу Савицкасу. Неудачи не охлаждают пыл Ван Хатфилда, и он вновь и вновь берется за 170 килограммов. Не было четкой фиксации снаряда на вытянутых руках у Ван Хатфилда, и судья не засчитывает ему этот подъем. Выполнять упражнение готовится Эрвин Катона. В предыдущей своей попытке Эрвин Катона смог поднять 160 килограммов и теперь готовится к подъему с снаряда весом 170 килограммов.
Первая попытка у Эрвина Катоне закончилась неудачей, и сербский атлет, собравшись с духом, приступает ко второму подходу. Заговоренные 170 килограммов срываются в очередной раз у Катоне. Время еще есть, и можно продолжать выступление. Но сил уже не осталось, и Эрвин Катоне покидает площадку. Теперь со 170-килограммовым снарядом будет мериться силами голландец Ярне Хармс. После 3 упражнений в турнирной таблице Ярне Хармс занимает последнее место, и, возможно, именно в этом упражнении он сможет попробовать исправить свое положение. Ну что ж, голландский атлет первым смог среди финалистов покорить 170 килограммов. Ведущий Магнус Верр Магнуссон спрашивает Ярне Хармса, не травмировался ли он, стоя на одной ноге. На что голландский атлет отвечает, что все у него в порядке, и он сам поражен достигнутым результатом. 170 килограммов он поднял только что впервые в жизни. До этого он не подступался к подобному весу на тренировках. Тем более простоять с ним на одной ноге, о таком он вообще не помышлял. А на старт уже выходит американский атлет Дерек Паунстоун. В зачете у Дерека есть уже подъем снаряда весом 160 килограммов, и теперь в заключительном подходе он решил поднять 170 килограммов. Ни одного лишнего движения не сделал Паунстоун при подъеме снаряда на грудь и могучим рывком поднял Аполлон-аксель над головой. Без клоунады и эпатажа, повторив результат Ярне Хармса, американский атлет покидает площадку. Выполнять упражнение готовится Саулюс Брусокос. Это третья попытка литовского атлета. Заказанный им вес 180 килограммов. Засчитаны 180 килограммов, и я могу понять радость Брусокоса. Следующим на площадку выходит американский атлет Том Маклур. Это первый чемпионат мира, в котором принимает участие Том Маклур, но я уверен, что мы с вами еще не раз услышим фамилию этого атлета в будущем. 170 килограммов есть уже в зачете у Маклура, и теперь он заказал вес 180 килограммов. Видимо, переоценил свои возможности Маклур, потому что никак не удается ему справиться с этим весом. Доктор Даглас Эдмондсон показывает, что время у Маклура вышло, и американский атлет покидает площадку. А к снаряду уже направляется Василь Веростюк. После 3 упражнений Веростюк возглавляет турнирную таблицу, и сейчас он старается укрепить свое преимущество и заказывает вес снаряда 185 килограммов.
Четко зафиксирован снаряд на вытянутых руках, и попытка засчитана. Магнусвер Магнуссон просит Василия Веростюка оценить свое выступление, на что тот говорит, что 185 килограммов – это его личный рекорд, ведь раньше он никогда не поднимал колеса Аполлона с такого огромного веса. Моим рекордом. Я думаю, что это добре. На старт выходит эстонский атлет Андрюш Муромец. Нам осталось посмотреть выступление трех атлетов, которые всегда показывают хорошие результаты в этом упражнении. Андрюш Муромец, как и Михаил Кокляев, пришел в силовой экстрим из тяжелой атлетики, и эта дисциплина для него, можно сказать, родная. Классическую технику штангиста применяет эстонский атлет. 190 килограммов в зачете у Андрюша. Поднимать колеса Аполлона готовится российский богатырь Михаил Кокляев. «195 килограммов заказал Михаил Кокляев для своей попытки, и если он поднимет этот снаряд, он установит новый мировой рекорд в этой дисциплине. Семикратный чемпион России по тяжелой атлетике красиво и четко выполняет упражнения с весом, который не по силам почти всем участникам чемпионата мира. Вес взят. И мы можем поздравить Михаила с установлением нового мирового рекорда. А нам осталось посмотреть выступление Жидруноса Савицкаса. Жидрунос заказывает вес снаряда 200 килограммов. Седьмое место, которое он сейчас занимает в турнирной таблице, явно его не устраивает, и он борется теперь за каждый отыгранный балл. Попытка засчитана, и Савицкас устанавливает новый мировой рекорд в упражнении подъем Аполлон акселя на максимальный вес. Ведущий Магнусвер Магнуссон поздравляет Савицкаса с тем, что ему наконец улыбнулась фортуна, на что Жидрунос говорит, что колеса Аполлона – одно из его любимых упражнений. Он сожалеет, что в первых упражнениях финала чемпионата мира потерял много баллов, но сейчас он рад, что смог показать, на что он действительно способен, и будет бороться за победу до конца. На слова ведущего о том, что никогда не поздно бороться за победу, Жидрунос отвечает согласием. Два мировых рекорда были установлены по ходу упражнения подъем Аполлон акселя. Лучший результат у Жидруноса Савицкаса, на втором месте Михаил Кокляев, а на третьем Андрюш Муромец. По итогам 4 упражнений продолжает лидировать Василий Веростюк, на втором месте Дерек Паунстоун, а Михаил Кокляев поднялся на 4-е место. Выполнять упражнение дедлифт выходит Роберт Щепанский. Доктор Даглас Эдмундсон дает команду, и начинается выступление польского атлета. Вес штанги 340 килограммов, и поднять ее нужно максимальное количество раз за 90 секунд. По итогам предыдущего упражнения Роберт Щепанский сейчас находится на 6-й позиции в турнирной таблице. Мертвая тяга – одно из любимых его упражнений, и он вполне может реабилитировать себя за предыдущие неудачи. Выполнив 4 повтора, польский атлет решил взять небольшую паузу. Судья говорит Щепанскому, что у него осталось еще минута времени. Очень тяжело идет упражнение, довольно натужно фиксирует он 5-й повтор.
Щепанский стабильно выходит в финалы чемпионатов мира, но еще ни разу не завоевывал призового места. И понятны нам его сегодняшние волнения, надежды и разочарования. Не получился у польского атлета шестой повтор. И на этом Роберт Щепанский прекращает свое выступление. Следующим будет выступать Видас Бликайтис. По итогам предыдущего упражнения литовский атлет опустился с 4-го места в турнирной таблице на 7-ю позицию. Превзойдя результат Роберта Щепанского, Бликайтис берет передышку. Обычно он очень стабильно выступает в этом упражнении, и я думаю, что в его исполнении мы сейчас увидим по меньшей мере еще один повтор. Вот уже 7-й повтор на счету Бликайтиса. Был порыв сделать 8-й повтор, но силы иссякли, и на 7-м повторе Видас Бликайтис заканчивает свое выступление. Выполнять упражнение «Мертвая тяга» выходит американский атлет Ван Хатфилд. По команде главного рефери состязаний доктора Дагласа Эдмунсона Ван Хатфилд начинает выступление. 아마 기록을 보이지 않을까 싶습니다. 6개. 6 повторов уже на счету Ван Хатфилда. 자, 7개 생각합니다. После 7-го повтора Хатфилд делает остановку. Судья подсказывает атлету, что у него еще есть время, чтобы улучшить свой результат. На последних секундах отведенного времени американский атлет делает еще один повтор и становится лидером упражнения. Магнуссон поздравляет Ван Хатфилда и просит его оценить свое выступление. Хатфилд отвечает, что рассчитывал сделать больше повторов, но израсходовал много сил в предыдущих упражнениях, так что в будущем году он, возможно, выступит лучше. На вопрос о том, а почему бы не показать себя в этом году, Ван Хатфилд отвечает, что турнир еще не закончен, и он еще постарается. Выполнять мертвую тягу выходит и Арне Хармс. Вот так накручивает себя голландский атлет перед стартом.
Хармс вынужден остановить выступление после третьего повтора. Видимо, сказалась старая травма спины. Ассистенты приходят на помощь атлету. Довольно часто во время упражнений дедлифт и коромысла у Ярна Хармса возникают осложнения со спиной. Это последствия травмы, полученной Хармсом год назад. Но это не останавливает голландского атлета, и уже на следующем турнире он будет выступать в полную силу и радовать своих болельщиков. Эрвин Катона по-братски поддерживает товарища и помогает ему покинуть турнирную площадку. А на старте уже Дерек Паунстоун готовится выполнять упражнения. Пока что Дерек Паунстоун продолжает удерживать вторую позицию в турнирной таблице. Но его положение становится очень шатким, потому что его уже почти догнали по баллам Жидруnas Savickas и Михаил Кокляев. Не получился седьмой повтор американского атлета, но он не настроен сдаваться. Время для новых подвигов еще есть, а вот сил, похоже, уже не осталось у Дерека Паунстона. Паунстоун прекращает выступление на 7 повторах. Выполнять упражнения выходит лидер чемпионата Василий Веростюк. Успех Василия Веростюка в предыдущих дисциплинах дал ему серьезное преимущество в баллах над соперниками. Так что при любом выступлении Василия в этом упражнении он все равно останется в призовой тройке. Один повтор пока на счету украинского атлета. Секунды бегут, но, видимо, Василий Веростюк изначально знал, что не сможет конкурировать в этом упражнении с соперниками в полную силу и тактически верно распределил силы. А на площадку уже выходит эстонский атлет Андрюш Муромец. Пока у него третье место в турнирной таблице. Для Андрюша Муромца третье место, которое он сейчас занимает, это очень серьезное достижение. До сих пор на чемпионатах мира ему не удавалось подняться выше 4-й позиции. Но впереди еще 2 дисциплины, и расслабляться Муромцу рано, потому что буквально на пятки наступают ему Жидруnas Savickas и Михаил Кокляев.
Четыре повтора уже есть на счету эстонского атлета. Пятый повтор засчитан на Андрюшу Муромцу. На 5 повторах останавливается Андрюш. К снаряду выходит Михаил Кокляев. Доктор Даглас Эдмундсон дает старт, и Михаил приступает к одному из своих любимых упражнений. Неудачным было начало финала чемпионата мира для нашего атлета, ведь после первого упражнения он был на 10-м месте. Но воля к победе и прекрасная подготовка Михаила помогли ему буквально за 2 упражнения поменять расстановку сил в турнирной таблице, и теперь он уже находится на 4-м месте в общем зачете. Восемь повторов на счету Михаила Кокляева, и он делает небольшую паузу. Девять повторов, и Михаил становится новым лидером упражнения. Засчитан 10-й повтор. С 11 повторами закончил свое выступление Михаил Кокляев. И это новый мировой рекорд. А завершать упражнение дедлифт будет Žydrūnas Savickas. Литовский атлет сейчас на 5-м месте в турнирной таблице. Пока что Žydrūnas отстает от Михаила Кокляева на 2 балла в общем зачете, и для того, чтобы бороться за победу на чемпионате мира, Савицкасу сейчас нужно попробовать побить мировой рекорд, установленный Кокляевым. Восемь повторов уже на счету литовского атлета. Девять повторов засчитано, и у Žydrūnasa сейчас пока второй результат в этом упражнении. Засчитан 10-й повтор. Žydrūnas повторяет мировой рекорд, установленный Михаилом Кокляевым, и на этом останавливает свое выступление.
what do you think На about вопрос ведущего, есть ли у него шансы победить в нынешнем чемпионате мира, Жедрунас Савицкас отвечает, что возможность выиграть остается всегда. Лично он потерял слишком много баллов, выступая не совсем удачно в предыдущих дисциплинах. Но, несмотря на это, он будет бороться до самого конца в надежде завоевать лидерство. point I lose first day? But I try do my best. По итогам упражнений «Мертвая тяга» первое место поделили Михаил Кокляев и Жедрунас Савицкас, установив новый мировой рекорд в этой дисциплине. По итогам 5 упражнений лидирует Василий Веростюк. Второе место поделили Михаил Кокляев и Дерек Паунстоун, на третьем месте Жедрунас Савицкас. Призы чемпионата ждут 3 самых сильных людей мира. Впереди последнее упражнение — эстафета. Первыми в эстафете выступят литовский атлет Видас Бликайтис и эстонец Андрюш Муромец. Эстафета разделена на 3 этапа. На первом из них каждому из атлетов нужно поднять 100-килограммовый мешок и как можно быстрее пронести его по 25-метровой дистанции. Бликайтис оказался быстрее, и он приступает ко второму этапу эстафеты. На то же расстояние, 25 метров, нужно принести 180-килограммовый щит. Серьезно отстал Андрюш Муромец, а Видас Бликайтис финиширует, и сейчас для него начинается заключительный этап эстафеты, так называемая фермерская прогулка. Вес каждого баллона 160 килограммов, и пронести их нужно все по той же 25-метровой дистанции. Вторую остановку сделал обессиленный литовский атлет, и Андрюш Муромец в одиночестве бежит к финишу. В 1 минуту 6,69 секунды уложил свое выступление эстонский силач Андрюш Муромец. Его соперник Видас Бликайтис безнадежно отстал и финиширует, затратив на упражнение 1 минуту 22,35 секунды. Жедрунас Савицкас и Дерек Паунстоун выходят на старт эстафеты. Опытный Жедрунас Савицкас правильно сказал в интервью, что шанс победить всегда остается. И сейчас он предельно сосредоточен, потому что не имеет права на ошибку. На втором этапе эстафеты Жедрунас Савицкас финиширует первым, и теперь все будет зависеть от того, как атлеты пройдут фермерскую прогулку. Стартовав первым, Дерек Паунстоун вырывается вперед. Остановку делает американский атлет, и Жедрунас Савицкас использует это и пытается оторваться от соперника. Пока литовец делает передышку, Дерек Паунстоун обгоняет его. Вымотан Дерек Паунстоун борьбой, Жедрунас финиширует, показывая отличное время — 59,6 секунды. Тают надежды Дерека Паунстоуна на призовое место в чемпионате. Подавлен Дерек Паунстоун, его время 1 минута 16,94 секунды.
Операторы нам показывают, что такой результат американский атлет показал, скорее всего, потому что содрал себе мозоли с ладоней. Завершать упражнение эстафеты готовятся Василий Веростюк и Михаил Кокляев. Наступает развязка всех спортивных коллизий турнира, и связана она с поединком двух лидеров. Чуть-чуть впереди своего украинского соперника идет Михаил Кокляев со 100-килограммовым мешком в руках. Первый этап эстафеты завершен, и опять Михаил Кокляев впереди. Веростюк начинает прогулку со щитом, когда Михаил прошел уже половину дистанции. Какая сила и какая жажда победы у обоих атлетов. Пока Веростюк приближается к финишу, Кокляев готовится к заключительной части эстафеты. Борьба идет за первое место, ведь по итогам предыдущих упражнений Кокляев уступает Веростюку всего 3 балла. Веростюк обгоняет Михаила, его время 55,54 секунды. 4 секунды уступил наш богатырь украинскому атлету. Владимир Муравлев выбежал на площадку, чтобы разделить радость победы с Василем. Наши поздравления Василию Веростюку и Михаилу Кокляеву, ведь из аутсайдеров в самом начале турнира Михаил смог вновь подняться на пьедестал почета. Невероятная целеустремленность и сила характера Кокляева принесла ему звание вице-чемпиона мира. По итогам упражнений эстафеты впереди Василий Веростюк, на втором месте Жидруnas Savickas, на третьем Михаил Кокляев. В итоге чемпионом становится Василий Веростюк. Серебро достается Михаилу Кокляеву, а бронза у Жидрунаса Savickas. Имена 3 самых сильных людей планеты звучат на торжественной церемонии. Это бронзовый призер Жидруnas Savickas из Литвы. Михаил Кокляев вновь становится серебряным призером чемпионата мира по силовому экстриму. И победитель чемпионата – украинец Василий Веростюк. Ярким и драматичным был этот чемпионат мира. Мы поздравляем всех участников с его окончанием и покидаем южнокорейский город Гумсан в преддверии новых стартов. Комментировал программу президент профессиональной лиги силового экстрима Владимир Турчинский.